Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть под названием Зуба, и сегодня будем играть за Тигрис Джейд. Сегодня будет у нас куча новостей, поэтому подождите поудобнее. Итак, у нас вышел вчера патч 3.25, вот он, видите, красивый. Там был патч, в самом плеймаркете у меня лично на 50 мегабайт, а здесь целых 200 обновилось. Я думаю, это неспроста, думаю, что-нибудь скоро нас завезут. Ну и из того, что сейчас уже известно, это Джейд ухудшили, да? Опять же, характеристики вещам, которые я расскажу, которые ухудшили, это для первого уровня. Потом у нас всякие эскаляции, это по хп эскаляция, это там процентная, да. Это по уронам всяким за счет прокачки, да, там есть 30-15% вот эти все эскаляции. И поэтому получится то, что получится. Так, хп уменьшили на, ну, для первого уровня 1300 до 1200. То есть соточку хп они отняли. Где-то в процентах это будет процентов 5-7, наверное, около того, ближе к 7, скорее всего. 7% хпшки у нас урезали у Джейд. То есть, это много на самом деле, потому что чем выше уровень, тем больше хпшки и все такое. Опять же, там вот эти все подкрутки и все такое, и все остальное, это не позволит нормально оценить Джейд. Дальше, пассивный скилл. Ему уменьшили дамаг на неплохую такую единицу, на целых 70 единиц. То есть, пассивный скилл стал на 25% менее дамажен. Вот такие вот реалии, ребят. Пассивка больше не так сильно дамажит. И радиус действия уменьшили с 4 до 3. То есть раньше он как на какие-то 4 метра бил, теперь будет бить на 3 метра. Это просто капец. У меня реально нет слов. Просто 3 метра вместо 4. Ну, не знаю, как это будет смотреться. И, опять же, активный скилл тоже ухудшили. Активный скилл у нас давал скорость. Теперь он дает усиление скорости в первую секунду не 3, как было до этого, а 2. Ну, то есть, сейчас 95 плюс 2 типа стало. Ну, короче, странно это все как-то звучит. Опять же, разрабы не хотят говорить точные цифры, ну, вы понимаете. Мы сегодня будем отправляться на Джейд. Также поговорим по поводу конкурсов, которые закончились. Во-первых, завезли вот такую штуку для донатеров, которые через клан еще как бы кэшбэк получают, типа что-то такого. В общем, вот, да. Потом, опять же, вот эта новость про котировку баланса. И Рави против Черного Лебедя. Угадайте, кто победил? Конечно же, Рави. Неожиданно. Прям я не знал этого вообще, ни разу не знал. Они зато такую интригу там заливали. Вот, там черный, ну, Милу там побеждает. Ага, я типа в это поверил и сразу сказал, что это все блеф от разрабов. Как говорится, это все-таки получилось. В личных сообщениях все, у кого были персонажи, ну, был персонаж Рави, получили 300 гемов. Вот такие вот дела. То есть даже не надо было участвовать, по идее. Ну, это так написано в фейсбуке у разрабов. Как бы информация от первых, так сказать, уст. То, что написали разрабы, то я вам и говорю. Ну, еще один момент, ребят, по поводу небольшого заговора. Это то, что, ну, вы знаете, у нас был конкурс на $3000 на новый скин для Джейд. Я уже говорил ранее, я думаю, это была подставуха. Вот что-то мне так кажется, как бы, ну, 3 куска долларов за скин на Джейд. За такие деньги можно, ну, в реальности нанять себе дизайнера, который тебе нарисует таких 30 скинов за месяц, как бы. И зачем делать вот это вот все? Ну, вы понимаете, да? Вот я к этому и веду. Такие, наверное, реальные. Сейчас будем смотреть, насколько стало хуже Джейд. Конечно, будет сложно оценить эти параметры, но пассивка теперь дамажит меньше, теперь так что-то легко не получится. Так, у нас змея туда побежала. О, дробовичок золотой. О, золотой. А не взяли, не? Не взяли? Ну ладно, как говорится, неважно. Неважно, значит неважно. Так, там... Блин, жалко змеи не взял. Надо было все-таки дождаться змею, наверное. Ну, блин, она то тут, то уже тут, короче. Ну, это змея. У Никса легендарный. Понимаю, понимаю. Слабый Никс тут. Акул уже кого-то убил, красавчик. В общем, ничего не скажешь. А куда Никс делся? Он только что здесь был. Какие-то лаги непонятные из ниоткуда. Как всегда, впрочем, надо смотреть, что там случилось. А, ничего не случилось, как бы нет. Нету лагов. Эта игра так решила душить. Ну, впрочем, ничего нового. Так, лутаем капканчик на всякий случай, поставим вот здесь. Этот меня сейчас не видит, но я за ним не знаю, бежать, не бежать. Блин, этот акул его спугнул, блин, акул тут носится, всех пугает, я не могу никого даже продамажить. Очень странно, как-то все изи, противники какие-то очень странные. Непонятно, в общем, ребят, на самом деле, что происходит, но мы, походу, всех убили. Ой, как всегда, впрочем. Ну, вроде по новостям это было все. Там еще какой-то конкурс закончился на День зоопарка или что-то такого. То есть был такой конкурс, назывался он День зоопарка. И он вроде как закончился. Что с него, какие там призы были, я вот даже не помню. Там что-то было связано с Шеликом, с Лариком.
Ну, с хамелеоном и с черепахом. Что-то с ними надо было делать, но я даже не вникал в это. Может, кто-то из вас вникал? Разберетесь, короче. Ну, вот такие вот дела. Ждем, короче, анонс того, что еще в патч этот был впихнут. Опять же, вы знаете, что у нас разработчики ничего не говорят, когда что-то добавляют в обновление. Просто обновление выходит, и как бы все. Если они не успели это скрыть, то мы это все узнаем. Если не успели скрыть, значит, мы этого не узнаем. Такие вот дела. Достаточно простые и легкие. Ну ладно, тут сейчас изи затащим, остался последний противник, где-то он бегает. Ну не знаю, я особо по слабости Джейд не вижу, что она стала слабее. Это, знаете, вот такие небольшие корректировки, хотя на самом деле уменьшать ХП надо было не так сильно. Не стоит, я думаю, надо было сделать ХПшку все-таки 50, ну уменьшить, да? Как уже волк шустрый. То есть нужно было уменьшать ХПшку на 50, наверное, единиц. И уменьшать урон не на 25%, а хотя бы на 15% от пассивки. То есть не делать прям такое зверское уменьшение в 25%, 7% хпшки. Нужно было чуть-чуть, а потом бы, если бы это ничего не изменило, еще чуть-чуть. И тогда бы игроки к этому отнеслись намного проще, но у нас разрабы не шарят, видимо. Как нужно красиво все это подносить, чтобы никто ничего не заметил. Хотя иногда и шарят. Что уж тут говорить. Ну, что получилось, то получилось. Просто играем на Джейд, смотрим, какая это имба, и доминируем. Ну, опять же, этот был слишком изи, противников почти не было, там акул всех ходил, убивал, я даже ничего особо не сделал. Ну, бывает такое, да. Опять же, вот странно, что разрабы немножко блефуют иногда там с этими, с конкурсами совсем. Не понимаю, зачем. Могли бы сделать там нормальную награду, к примеру, на конкурс скинов. Ну, хотя, это, опять же, мои предположения. Но слишком это выглядит правдиво, чтобы не быть этим предположением настоящим, да? Опять же, моя команда убежала, мне бы надо с ними держаться. Хамелёж здесь сейчас приезжает. Ну, видите, вот. Вот эти параметры. Ну, чем сказать, неплохо, по идее. По идее, неплохо. Просто нужно сейчас аккуратнее действовать. Почему они так резко все в меня влетели? Мы, моя команда. Хоть бы кто-то выстрелил. Ни одного выстрела, смотрите. Просто ни одного. Что у них в голове? Они то дерутся, то не дерутся. Какие-то странные ребята. Очень странные. Ну, бывают и такие команды. Вот знаете, заходишь в один бой, попадается просто хорошая команда, с которой легко побеждаешь. Заходишь в другой бой, попадаются вот такие вот, которые кнопку нажать одну не могут. Это же слишком сложно. А ты такой 1000 плюс рейтинга, и думаешь, ну что, берем 1800, чтобы играть с нормальными командами? Я вот не понимаю. Мне кажется, там тоже будут какие-нибудь 18 уровни недалекие, которые тоже одну кнопку нажимать не могут. Скорее всего. Ну сейчас смотрите, кстати, команда какая. 13 уровень, 14, 12. Лизи с кофе, не понимаю. Подвижности, наверное, не хватает. Ну да, конечно. Признаю, что неподвижный, да? Не, ну, по сравнению с кем-то он может и неподвижный, но большинство персонажей ближников. Да и дальников не имеет такой скорости, как Пулизи. Вот смотрите, просто... А ну ладно, сейчас кофе бежит. Ну, в общем, неважно. Я считаю, что персонаж Лизи достаточно быстрый. У него высокая подвижность. Даблкилл. Ну, тут у меня была как бы тоже еще одна Джейд, да, которая тоже сильная. Которая тоже могет разваливать. Не, нормально, нормально Джейд бахает. Незаметно это убывание по хпшке. Они вообще будут хпшку поднимать? Что они там бегают? Кролик поднял хотя бы. Хоть кто-то. А то смотрю, он бегает, там ничего не делает. Этот всех убил там? Не? Домой. Бегает, он тут прыгает. Спасатель. Ну, в этот раз не повезло. Вот видите, один бой такой, чистый рандом. Какая команда попадется. А было бы хорошо, если бы все команды были плюс-минус равны, на самом деле. Но у нас такого параметра нету. Сделали бы рейтинг в игру, было бы прикольно. Я, наверное, только там играл, потому что можно было поднять бы рейтинг. Ну, адекватный рейтинг, не то, что сейчас, да, а именно рейтинг какой-нибудь более адекватный. Ну, не знаю, как это вообще сделать, потому что настолько абуза в игре. По идее, у нас вообще даже есть рейтинг, как раз готовый, да? Но он такой себе. Ну вот сделали бы что-нибудь адекватное, как в КС-очке, как в дотке, и было бы красиво, но пока что нету такого. Так, ну хватит у меня убегать, ну, ребята, ну же... Да чё они такие душные, блин? Еще кнопки зажимаются с этой пассивки. Вот лучше пассивку пофиксили, нет? Они ее... Вот серьезно.
Можно же было просто взять и сделать ну, пассивку, которая срабатывает нормально. Хотя бы это. Но они не смогли, это же слишком сложно. О, легендарный дробовик. Как он мне нужен сейчас, просто не знаю, как бы я без него жил. Прям вообще. Самая незаменимая вещь для Джейд сейчас, когда остался один противник, который где-то прячется. Просто нечто. Стенки уничтожаю только так. Ну, что я могу сказать? Да, рейтинг бы хотелось. Было бы красиво, было бы эпично. Поиграть с нормальными союзниками, с нормальными противниками. Причем какой-нибудь такой рейтинг, который соответствовал бы всему аккаунту, и вне зависимости от этого рейтинга, который ты набиваешь. Было бы вообще шикарно. Можно было просто брать там первого уровня, и ты бы попадал в команду адекватных игроков. Да, было бы классно, кстати. Но тогда бы баланс слишком жесткий был, было бы очень тяжело играть. Ну и весело зато было бы. Да, тогда бы уже... Ну, в общем, такого никогда не будет. У нас все-таки игра более аркадная. Ну, не такая уж прям аркадная, но все равно достаточно аркадная, поэтому такого никогда не будет. Вот это рейтинг, то, что есть, скорее всего, это окончательный вариант. И судя по тому, что разрабы как-то слишком не выпускают обновлений глобальных каких-нибудь, ну, не знаю, там, механики, что-то поменять, баланс какой-то сделать. Да ну возьми ты гранату, ну он подбежал, стоит, смотрит на гранатку, не может взять. Поэтому будем ждать. Может они как раз летом выкатят что-нибудь глобальное. Вы же помните, патч 3.0 вышел летом. Это должен был выйти в начале весны. Да, патч 3.0, конечно, да. Сначала он был очень крутой, а потом разрабы сказали, что-то много вы монет получаете, и забрали все, что есть. Вот так и живем, ребятки. Я тут, конечно, быкую немножко. Я бы сказал, даже слишком быкую. Так, ну шотаем этого. Тоника надо тоже убивать. Ну, Фламингос мне решил помочь, это хорошо. Так, этого мы добиваем. Я, правда, не знаю, как я его убил, наверное, пассивкой. Так, ну все, вроде отлично. Это сейчас побежит резать. Мы его сейчас тоже добьем. Ну и ботика можно добить, чтобы похилиться. Отличненько. Ну вот такой вот замесик. Команда, конечно, молодцы. Тут 11 игру и Фламингос хороший. Если бы не было бы тяжко, на самом деле. Ну, изи развалили. Тони, конечно, пытался что-то делать, но он какой-то такой себе. Ну, плюс Луи еще тут накалял противников оставшихся. Очень жестко. Так, ну, осталось только победить. Повезло. Вот реально, 4 боя, 3 хорошие команды. Такое редко бывает. Но сейчас это произошло. Лучше бы, конечно, было 4 хорошие команды. Я бы взял 1200. Хотя, может, и сейчас возьму. Ну, непонятно, какой там еще склад. Возможно, сейчас против нас на 15 уровне остались. Это также неплохо по вероятности. Я пока что не знаю, как действовать, потому что у нас, видите, здесь ситуация очень такая тяжелая. Так, Бака добиваем, хилимся. Надо Луи спасать, а я аптечку... Да ё-моё, как я не вовремя взял аптечку? Как же я не вовремя взял аптечку? Так, хилимся. Так, кидаем гранатку. Да блин, а как меня... Да ё-моё. Вот что им надо было на этот остров этим лучникам идти, а? Ой. Бесполезный, просто бесполезный. Надеюсь, Фламингос не успеет резнуть? Нет. Ну резните, ну... Вот, понимаете, 2 Луи гения залезли на остров и сдохли там. И теперь из-за этого у меня проблемы. А у них там Никс, видите, он с ботинком и сандалями. Ой, просто как они могли там умереть? Там это же даже... А нет, есть отражалка. Ну, получается, себя, наверное, отразили полностью. Ой. Эти игроки, это просто нечто. Вот думаю, что они жесткие, они вот такие вот оказываются. Блин, мои 1200 рейтинга. Ну ладно, что есть, то есть. Вот такие вот сегодня новости, ребятки. Вот такой вот патч пока что. 3.25, да. Джейд, ну... ХП теперь, да, опять чувствуется, что не хватает. Тут, знаете, у нее раньше было как раз 1200 хп или даже 1100, и потом подняли, а теперь опять ухудшили. Ну, короче, как говорится, китайский Новый год закончился, год тигра прошел, значит можно опять ухудшать Джейд и делать ее опять не имбой. Ну, поимбовали, как говорится, и хватит. Ну, это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.